такое утро сегодня. Немного пасмурно, но дождя не было. Там буквально 2 капельки упало. Вот все в той стороне. Вот. Порывы ветра. Но главное, не жарко. И сейчас бы вышло солнце, это все бы как на сковородке опять. Вот. Нога что-то плохо двигается. Бедро, видать, я как удар был. Сейчас это сказывается немного. Короче, да, человек странное существо. Когда громко, плохо. Когда тихо, ночью особенно тихо, прислушиваешься как бы к каким-то шорохам, все равно невольно, да, и начал засыпать, уже все, уже дремлю, все там, ну, то ветер, то что-то палатка там, бум-бум, уже привык к этим шумам, все, слышу что-то, я так сквозь сон еще что-то, я думаю, да ё-моё, что такое, думаю, кто это? Открыл глаза, так ухо приподнял, слушаю, прислушался. В животе. Пища. Да елки-палки. Думаю, все, спать. Вот уснул. Ну, такой это случай. Просто я говорю, насколько тихо, просто тишина такая вообще. Вот. Так что вот так. Вот такое небо. Вот там вот что-то лает кто-то. То ли лиса, то ли шакал какой-то, или что, не знаю. Странный лай такой, какой-то дикий. Буду потихонечку собираться и выдвигаться. С одной стороны, хорошо, что не жарко. Вчера просто это 41, 42 показывает. Это просто капец. Вот, а с другой стороны, мокрый асфальт, конечно. Тут и так асфальт такой, камушки торчат и битум. Если все это намыкает, это вообще как на льду будет. Ну, поедем аккуратно, осторожно. Вот, поэтому. Вот, сегодня у меня по плану, мне нужно в отель заехать. Ну, отель или какой-то такой облагороженный кемпинг, возможно. Вот. Но лучше даже отель такой какой-нибудь. Небольшой, недорогой, простенький. Посмотрим. Вот, так как сегодня пятница, и к вечеру бы мне хорошо вот для субботней заповеди побыть в отеле, отдохнуть. Не хотел я есть этот колбасу. Думаю, на обед оставлю. Сейчас глянул, там мурашей. Уже съели половину. Прям в пакете. Заползли в пакет везде. И осы. Вчера вечером налетели вон. Одна, вот вторая. Они как мясо учуют сразу, тут как тут. Случайно не придавить ее где-нибудь. Тут жварит так, что потом болит полмесяца. Мне один раз укусила. Пчела нормально, а это гадость такая. Так вот тучки. Может где-то мелкий совсем дождик пройдет. У меня такое ощущение, что он с неба летит и не долетает до земли, испаряется. Не надо меня есть. Я сейчас пшикнуть ее баллончиком. Он. Контрольный осмотр. Вроде ничего не забыл. Упаковался. Буквально вот 15 минут назад вышло солнце. И все. И капец. Весь мокрый сразу. И сразу такая духота. Ну, юг. Что тут скажешь? Даже ни капли не капнуло. Так. Сейчас нам отсюда надо выбраться. По этим каменюкам. Они еще такие вот так. Ага. А, ё-моё. Больше боялся. Да, и сегодня, значит, в планах у меня маршрут, который предполагает
не памятники древней цивилизации, а природу. Я, короче говоря, забил, надыбал там каких-то дорог. Сегодня весь день планируется такой, и должна была ночевка быть где-то там на перевале, на каком-то озере, там в горах. Вот. Посмотрим. Но главное это то, что весь сегодняшний день должен пролегать по таким красивым дорожкам. Ну, эти дороги, я так предполагаю, красивые. Выглядят они вроде там со спутника как-то очень здорово. Но как оно будет в реальности, я не знаю. Поэтому поедем, посмотрим, увидим, действительно ли они такие красивые, как я предполагаю, как я мечтал. Буду по ним ехать, вот, наслаждаться красотой. Вот. Но в любом случае, для меня это будет, безусловно, очень красиво, очень здорово. Другое дело, что на камеру, может быть, это не все дороги, даже очень красивые дороги, они на камеру выглядят красиво. Потому что, допустим, какая-то лесная дорога такая очень, а вокруг деревья, подъемы и спуски камера не передает, и получается, что ты едешь по какой-то извилистой, почти ровной дороге. Вот. Там, допустим, вот эти там склоны, ущелья такие, их в камеру не попадают они, и выходит, что как бы странная какая-то дорога. Вот. Но участник, так сказать, реальный, видящий эту красоту, он, конечно, видит это все иначе. Ну, вот посмотрим. Так, сейчас я выкину эти бутылки. Я перешел в ручной режим. Фу, жарища. А, кстати, вот остановился проверить сумки. Все висит. Здесь вот не достает до глушителя, видно, да? Ну, я эту пока экран оставлю, уже дома сниму. Вот цепь. У меня камера немножко выше, вот видно, да, как смазывается. Сейчас хорошо видно. Вот она. Так что все, сумки бомбические. Так, высота, ого, 984 метра. Считай, 1000 метров. Я и говорю, дубак, а. Зуб на зуб не попадает. 29, 28. Ого, 28. Кстати, это первый турецкий чай, который я пью в Турции. В мотеле я спросил чай. Нету. Это не может быть. Чая нет. Так, ну все, чай попили, воды купили, заправились. С Богом. Спасибо доброму человеку.
Я его поблагодарил как мог. Действительно, первый раз, я сколько, уже неделю в Турции, первый раз чай попил. Чай, конечно, изумительный здесь. Вот это просто шикарнейший чай. Воды купил, заправился. Теперь я хотел пропустить эту точку. Там вроде как почти ничего интересного. Так, это мне куда? Красный, да? Это мне вон туда и налево. Вот, и ну поеду, ладно. Вот, это тоже касается, опять же, древнего человечества, скажем так. Вот, но там вроде как я почти ничего не нашел, никакого материала, поэтому хотел так глянуть, может быть, там уже и ничего нет. Вот, ну, поэтому сейчас посмотрим. Так, 200 метров налево. Чуть еще. Вот здесь где-то. А, вон указатели есть. Может быть, это действительно какой-то прям туда ездят. И там за деревней, сразу за деревней, вот за этой, такие саркофаги. Кладбище древнее, судя по всему. Да, узнаю. Вот здесь прям, вот эти камни. Сейчас походим. А вот пещерка какая-то. Немножко это фитнес поделать. А, вот, вижу. Да. Вот видите, прям в камне, да, в скале выбрали. Так вот тесали, так. Потом здесь уже обработали вообще хорошо. То есть качественно. 3 круга каких-то. Вот, и здесь захоронение. Вполне возможно, что там где-то еще есть подобные. Ну вот это все, видите, тут и горизонт выбран. Это все того временного порядка. Я, знаете, еще что подумал? Вот, если допустить, понятно, что все это предположения, да, ну, одни предположения близкие к истине, да, другие совсем далекие. Вот у нас у каждого там свои, да, предположения. Но я вот так подумал, это допотопное время, вот очень много уделялось захоронениям, да, внимания. И это не случайно. Почему? Потому что смерть была, ну, представляете, люди жили там по 800, 700, 800, 900 лет. По-моему, Адам вот умер 930 лет ему было. И, естественно, то есть смерть была настолько редким явлением и как бы вообще неестественным. Поэтому и столько времени провести вместе, да, зная этого человека там, то, естественно, просто так закопать его в землю, это, ну, это сейчас для нас, жизнь обесценивается. Вот, а для древних было все-таки это по-другому. Я имею в виду, вот сама та атмосфера, она к смерти заставляла относиться иначе. Это было явление редким, крайне редким явлением. И, естественно, это вызывало, наверное, там, я не знаю, да, ну, представляете, вот ты 500 лет живешь, да, и потом бах, и умер.
Вот. А почему столько людей жили? Это тоже Священное Писание дает ответ на это. Очень даже такой. Никто из ученых даже не поспорит против этого. Ну, потом поговорим. А теперь со спокойной душой отправляемся дальше. И сейчас где-то должна, вот, наверное, как мы заедем вот в эти горы, должна пойти хорошая дорога, красивая. Вот, я предполагаю. Ну, у меня так должно быть. И мы должны достигнуть, в конце концов, каньона. Какого-то такого каньона. Потом из этого каньона выйдем. И потом еще будет перегон на следующую красивую дорогу. С каким-то таким перевалом офигенным. Вот, ну, посмотрим. И вот уже начинается. Красота. Сказочная дорога, а? Вот что еще можно желать лучше мотоциклисту? Такое прекрасное синее небо, тепло, 27 градусов. Мы сейчас спускаемся. Ух ты! Красивая дорога, точно! Сказочная красота. Да, если бы столбов еще вот этих не было. Ох, и классная дорожка, а! Я аж прям, так сказать, замер в экстазе в таком. Реально, сосредоточился на дороге, на поворотах. Вот, вершина подъема. Ух! Знаете, когда вот так увлечен дорогой, управлением мотоцикла, то как-то даже не хочется ни камеру включать. Потому что все равно, даже вот камеру включаешь, я знаю, что я записываю, даже если я молчу, то как-то ты не можешь сосредоточиться. Вот. Поэтому я ее выключаю и фигачу, наслаждаюсь. Еще когда, тем более, Африка идет так хорошо. О! Это такая турецкие Мальдивы такие. Ты. Точно Мальдивы написано. Друзья, вот я, короче, сижу здесь, значит, вот тут. Кофе решил попить. А то что-то стало мне как-то это... Так, друзья, доброе утро. Вот, сниму вам номер. Прекраснейший отель. Я единственный в жизни рекомендацию, или как называется, отзыв в этом, в гуглах Maps, отзыв об отеле, вот даже написал сегодня утром. Вот, поэтому 3-звездочный отель, но посмотрите, да, как все шикарно сделано. Все есть. Вот, чистота, порядок, все новенькое. Вот душ, туалет,
Все, полотенце. Сейчас я был внизу на завтраке. Вот, завтракал. Прекраснейший завтрак. Хозяин живет здесь, получается, с детьми, я так понял. Вот, мы с ним уже целый час разговаривали, с переводчиком, все, он тоже мотоциклист, оказывается. Вот, поэтому обменялись контактами на всякий случай. Вот, и, в общем, я очень доволен. Поэтому я остаюсь здесь на 2 ночи. Вот, 1 ночь я уже переночевал, сегодня утро, субботний день, поэтому я сейчас прогуляюсь по городку, схожу там на рынок. Вот, мне порекомендовали рынок посмотреть, там парк какой-то недалеко есть. Вот, и, в общем-то, еще раз отдохну, переночую здесь. И утром я выдвигаюсь дальше уже по своему маршруту. В общем, тогда до завтра. Все, сейчас, пока я собирался, отправил СМС. Слышу пип-пип, а у него вот здесь квартира прям. Так, все. С Богом. Вообще, надо сказать, что такая пауза, она, мне кажется, даже необходима в путешествии. Чтобы, вот еще отель, чтобы как-то переосмыслить, что ли, немножко вот эту ситуацию, в которой ты находишься. Ну и так подумать, то да сё. Так, в общем, план, значит, такой. Выдвигаюсь я до этой точки. Она здесь недалеко, километров, наверное, 50, где-то вот там в горах. Вот, проедем по интересной дороге. Вот, дорога там грунтовая, даже не знаю, вот, насколько там можно будет проехать. Какая-то совсем такая дикая. Вот. А уже после этой точки мы отправимся тоже в горы. Вот, до такого определенного места. Там очень такой красивый каньон, и в этом каньоне я был. И ночевать примерно сегодня я планирую именно там, где я ночевал прошлый год. Да, там такой пикник. Я, может быть, вставлю видео из прошлогодней поездки. Вот. Так, ну вот, короче, сейчас заварганю себе супчик. На таком кемпинге я остановился. Вот. Ну, это не кемпинг, это пикник у них называется. Итак, выдвигаюсь. Я вчера весь вечер сидел, листал эту навигатор, и так, и сяк, и так, и сяк. Нашел уже как бы заезд на ту дорогу с другой стороны. Вот. Решил эту ситуацию отпустить до утра. Эта дорога лежала по пути к следующей точке, вот именно к Виа-Себасте, куда я сейчас и направляюсь. Так, сейчас я завезу мусор. Вот. Почему я опять туда вернулся? Все по той же причине. Значит, в прошлый раз, когда я там оказался, вот, я планировал проехать по одной такой древней римской дороге. Вот, но я как ни пытался найти заезд туда, в горы, у меня никак не получалось. Навигатор у меня там что-то показывал не то. И, в общем, я никак не мог найти этот заезд в эти горы. Я крутился, и вот выехал вот на этот вот кемпинг такой, пикничок. И там остался. И на следующий день я уже пропустил эту точку и поехал дальше на Виа-Себасте. Это мне как-то не давало покоя. Я поэтому решил проехать до этого пикника, остаться там и на следующий день уже, так сказать, попытаться все-таки найти заезд на эту дорогу и проехать по этой дороге. И выйти к Виа-Себасте. Опять же, потому что в прошлом году Виа-Себасте, которую я якобы нашел, вот, и по которой там пытался там пройти, потом, когда я уже просматривая видео, обнаружил, что это не та дорога. А настоящая Виа-Себасте, она лежала буквально там, может быть, в полукилометре, может, километре дальше. Вот.
И когда мы туда приедем, я тогда уже и поясню конкретно, почему и что так произошло. Поэтому вот эти две цели, которые в прошлом году я все-таки не смог выполнить, вот я попытаюсь сделать их в этот раз. Перед тем, как мне отправиться уже в путешествие, когда я уже практически собрался, меня моя дочурка спрашивает: папа, вот ты скажи, какие чувства ты сейчас испытываешь? Такие же, как в молодости, когда там было тебе там 25 лет, и ты собирался также вот в путешествие, и вот-вот должен был выехать уже? Или все-таки уже с опытом, с определенным опытом у тебя уже иные чувства? И я что-то там мямлил, и я помню, что я как-то не смог ответить конкретно. С одной стороны, да, с одной стороны, ты понимаешь, что те же самые чувства ты испытываешь и сейчас. Чувство какой-то романтики, чувство какой-то неизведанности, какой-то такой, наверное, приятной тревоги. Вот, открытие нового мира за каждым поворотом, так, и прочее, все вот это. Ну а вот и обещанная дорожка пошла. Да, я помню, там грунтовка должна была быть. Те самые юношеские чувства, да, а с другой стороны, опыт, он все равно дает определенный отпечаток, и также как бы и на чувствах. Вот. Кому эти слова принадлежат? По-моему, Пушкину. Опыт – это сын ошибок трудных. Вот. И даже если считать, что это не обязательно ошибок, да, а просто приобретение опыта, то у каждого человека этот опыт свой. Да. Это вот, ну, как бы очень важно понять в том плане, что я вот тоже смотрю всяких разных путешественников, да, вот, и каждый интересен по-своему, каждый в этом мотопутешествии похожим на мое мотопутешествие или мое на их, они всегда находят, ну, что-то такое свое, да. Я даже вот подумал, такой пример, если допустить, так, по-моему, вот сюда должна была дорога пойти. Вот, на видно, вот я приехал к этому флажку, а там с этого флажка, я помню, направо в горы. Сейчас посмотрим. Ну, похоже, что сюда. Поедем. Так вот, закончу мысль, потом будем наслаждаться дорогой. Что даже вот если я сейчас кому-то отдам вот полностью вот этот мой маршрут, да, ну, или я у кого-то возьму и проеду по нему в точности, поворот за поворотом, да, то я вам могу сказать, что каждый увидит свою сторону, свои какие-то красивые места, свои вот эти пейзажи. И вот это ощущение того, что он будет видеть, у каждого будет, конечно, собственный. Вот, и поделиться вот этим, ну, невозможно. Вот, и именно вот этот опыт, да, он накладывается на те чувства, которые ты всегда ожидаешь. И, естественно, ждешь от путешествия чего-то своего. И каждый ждет действительно чего-то своего. Вот. Вот так бы я, наверное, ответил бы на вопрос своей дочурки. Вот. Кстати говоря, пользуясь случаем, вот и хочу поблагодарить их всех, всю мою семью, вот, за то, что у них такой вот папаня, вечно ему надо куда-то ехать, собираться, все это им приходится терпеть, все эти поездки, да. Вот, они это ценят, они с уважением к этому относятся, с уважением относятся к моему увлечению. И надо сказать, что я очень это ценю. Вот, и очень их люблю за это. Вот. Ну а теперь, друзья мои, посмотрите-ка, а? Шикарную я дорогу нашел. Вот именно вот это, вот знаете, вот буквально сколько я отъехал от асфальта. Вот чуть-чуть совсем. И здесь такая красота. Посмотрите, а.
Опять ты забрался куда-то. О! $1950, 2000 метров. О-о-о! Я даже не ожидал. Я просто думал. Так, ну-ка посмотрите-ка. Здорово. Как вам? А? Круто. Круто. А вы спрашиваете, опыт, зачем, какие чувства? Где же ты сможешь испытать подобные чувства, как вот не здесь? Ну где? Ну нигде. Ого. Здесь вообще шикарнейшую фотку можно сделать. Вот, ну как не заснять такую красоту? Я больше чем уверен, что как бы на камере все это будет так. А в реальности это во как. Вот, так что 4 километра. И там куда-то опять я сверну в гору. Ну там где-то совсем она рядом от дороги, не так далеко. Поэтому... Так, где-то показывает совсем рядом, 800 метров. Что-то я не припомню, что я там такого нашел. Сейчас посмотрим.
Вон, вижу. Видите? Да. Замечательно. Вспомнил, вот они. Что это? Первый саркофаг. Видите, прям в породе, прям в этом, в скале. Вот как она шла, а вот они сделали. Здесь дальше они выбрали. Потом, очевидно же, скала вот так шла. Вот это вот все здесь. И здесь они все это убрали. Обалдеть. Что там сзади? Ух ты. А вот еще. Понятно, что тут, возможно, это крышка. Да, вполне возможно, потому что вот внутренне, снаружи выбрано это внутреннее, да? А здесь наоборот, снаружи это внутреннее. Представляете, даже вот изготовить вот это просто крышку вот так как-то. Еще один. Тут орешки пощелкали. И наверняка здесь лежали трупы умерших, тех древних людей, допотопных. И я так думаю, что все это водами все это размыло, разрушило, все эти кости вымыло и похоронило так, как положено, а не так, как они хотели. Еще. Тут видно, как вот линия раз. Я так думаю, вот, допустим, здесь камень еще был, вот он. Потом он берет это следующий слой, так раз стирает. Потом еще один слой. И вот такими вот слоями он уходил внутрь. То есть это для них вот они, вот так. Это так резали, это так резали камень. Просто резали свободно, все. У меня, конечно, есть идея. Ну, как-нибудь потом поговорим. Да, но это вот тут уже, мне кажется, все равно это позднейшее. Потому что это не соответствует этим масштабам. Здесь по-другому сделано. Здесь меньше. Может, здесь чуть-чуть по-другому сделано. Саркофаг. То есть он не поставлен, да, здесь, а
Вот еще один. Это я, чтобы это размеры вам было как бы. Так, тут они, очевидно, хотели что-то сделать. Хотя, может, еще один, да. Вот. И вот они так выбирали. Ай. Там отверстие, ну, мне кажется, это свежее. Раз. Выскребали просто. А, вот. Видите? Человек. Да? Человек. Это да, это наши сверлили. Это наши сверлили. Что они пытались там найти. Еще один. Я думаю, это единственное, что тут как бы сохранилось. То, что видно. А, это ступени. Смотрите. Точно. А, да, вот саркофаг еще. Тут как ступени. Да-да, это просто тут кладбище древнее. Возможно, там внизу это же намыло все. Вот еще один. Лев. Да? Вот лапы видно. А, видите как? Он вот так лежит, что ли? Допустим, это хвост. Ну да, это так вот хвост шел. Вот он, хвост туда. Здесь он так лежит. И вот как вам кажется? Мне кажется, это не львиная голова, да? Нет, конечно. Это вот похоже на лошадиную голову. Вот, ну, что-то такое. Это лев, это видно. Лев, вот она, грива. Да, и там как бы вот... Здесь вот такое ощущение, что вообще как бы... Как будто лепили его. Да? Вот, кстати, да, вот они делали гриву, да, вот тоненькими проходили. Если там видно, да, ну, допустим, это инструмент, да, их древних людей инструмент, они там проходили вот такими кусками, там по 7-8 сантиметров срезали, да, то здесь тоненький инструмент, да, чтобы вот сделать эту гриву. Вот, и тут это, наверное, крышка вот этого саркофага. Да, вполне возможно, что он как бы умер, и вот эта печаль. Ну, видно, да, что это... А, это как лапа. Точно. Вот, это лапа. Да. И вот так она вот сюда вот. А, да. А это, может быть, ну, я не знаю, животное какое-то. Вот она его раз и держит. Точно, точно. Это лапа. Это лапа, она держит. А может быть, это... Ну, не знаю. Гадать можно все, что угодно, конечно, предполагать. Вот, но то, что есть, то есть. Друзья, мне кажется, я ошибался насчет того, что это все-таки древние памятники. На самом деле это уже саркофаги нашего времени. Вот. Почему? Потому что вот этот саркофаг, который сейчас передо мной, он... Я знаю, что его изготавливали уже, ну, в принципе, их могут изготавливать вот в наше время, и в наше время их изготавливали, я знаю это точно, здесь не надо быть даже специалистом. Вот, и так как он здесь находится вместе с этими древними, то, очевидно, это все-таки не настолько древние элементы. Вот он, это саркофаг. А?
Ну, не поспоришь ведь, а? Не поспоришь. Это вот саркофаг нашего времени. Пожалуйста. Да. Так. А вот еще, видите, тоже изображены. Вот тут совсем такое маленькое. Вполне возможно, здесь, может, был так еще камень, скала это, и там был саркофаг, поэтому он над саркофагом, возможно, вот эта вот надпись и была. Сейчас мы посмотрим. Тут еще есть какая махина. Ладно, туда я не полезу. Так, в принципе, как бы есть определенное представление.